Это канал Косо Криво. Меня зовут Юля, и сегодня я буду делать декоративный венок на осеннюю тематику из природных материалов и холодного фарфора. С него я начну. Первым делом сделаю мухоморы. Для работы мне понадобится тайская глина Модерн, зефирная глина Крафтерс, фольга, флористическая проволока и пинцет. Для ножки мухомора я смешаю холодный фарфор и зефирную глину в равных пропорциях. Зефирка придаст холодному фарфору белый цвет, бархатистость и легкость. В работе я использовала два вида флористической проволоки – тоненькую и жесткую. Мне она необходима для того, чтобы прикрутить мухоморы к венку, и я еще не знаю, какая для этого лучше подойдет. Придаю проволоке форму буквы Т с двумя ножками. Этими ножками буду прикручивать грибочки к венку. Придаю объем будущей ножки с помощью фольги. Плотно наматываю ее на проволоку. Получившуюся заготовку ножки облепляю заранее подготовленной глиной. Большим пальцем как бы стягиваю глину к основанию. Ножка настоящего мухомора не такая гладенькая, как глина, поэтому необходимо придать ей фактуру. Придавать фактуру я буду с помощью зубной щетки. Делаю движение щеткой сверху вниз, совсем слегка надавливая на ножку. С помощью пинцета придам фактуру в нижней части ножки. Для этого захватываю глину совсем слегка и делаю надрыв. Делаю несколько рядов таких горизонтальных полосок. А еще у мухоморчиков есть юбочка. Ее можно слепить отдельно, тонко раскатав глину, но я же буду делать сразу на ножке с помощью пинцета. Для этого беру глину и как бы слегка оттягиваю от ножки, истончая ее. Для шляпки я также смешала холодный фарфор и зефирку, но уже гораздо меньше добавила зефирки, где-то 20%. Крашу красной масляной краской. У меня маленький дешевый набор красок, поэтому вот какая была красная краска, такой и красила. Необходимо тщательно перемешать глину с краской, чтобы добиться однородного оттенка. Я сразу красила глину на 2 шляпки, поэтому беру половину красной глины и кусочек белой глины. Расплющиваю эти 2 кусочка и объединяю их вместе, сворачивая в шляпку. Прям ножницами обрезаю лишнюю глину и с помощью пинцета придаю фактуру изнутри шляпки. Делаю как бы перепонки. Шляпка у моих грибочков закрытая, поэтому я не делаю специфичных каких-то перепонок. Так слегка намек.
Пока ножка, которую я делала сегодня, отправляется у меня на сушку сохнуть, она будет где-то сутки, я беру ножку, которую делала вчера. Это первый раз я в жизни делаю грибочки, поэтому я делаю первый вариант не на камеру. Кстати, первый вариант, мне кажется, получился у меня гораздо лучше, чем тот вариант, что я делала на камеру. К этой ножке я приклеиваю шляпку, которую только что сделала, с помощью клея ПВА. Слегка смачивая шляпку водой, чтобы убрать следы рук, всякие неровности, а фактуру буду придавать с помощью губки. Легкими похлопывающими движениями по влажной глине получается такая прям-таки натуралистичная фактура. Как я уже говорила, я делаю заранее один вариант грибочка, и, как видите, я уже сделала один вариант белых точек на грибочке. Второй вариант я буду делать прямо сейчас, чтобы попробовать разные варианты тонирования. Одно тонирование будет чисто на красную шляпку, а другое тонирование там, где уже наклеены белые точечки, и буду пытаться понять, какой же вариант удобнее в работе. Говорят, что на тонированную поверхность глина уже плохо прилипает, но там, где уже белые точечки есть, будет краска затекать и пачкать эти точечки. Так что вот прямо сейчас буду выяснять, как же удобно. Для этого смешиваю две красные краски, которые у меня есть в наличии, и добавляю специальные растворители для масляных красок. Развожу краски довольно-таки жиденько. Тонировать начинаю сверху шляпки. Сверху цвет должен быть более яркий, и должен он слегка минимизироваться к краю шляпки. Излишки краски вытираю сухой тряпочкой. И оставляю сохнуть шляпку, пока не высохнет краска. И приступаю к покраске шляпки, на которой уже приклеены точечки. Для этого беру самую тонкую кисточку и аккуратненько наношу краску. Так как краска очень жидкая, она, конечно, затекает. С одной стороны, очень хорошо растекается, очень хорошо ей тонировать, но с другой стороны, она затекает на эти белые точечки и пачкает их, поэтому их после высыхания придется дорабатывать. А также необходимо дотонировать ножку. Для этого смешиваю коричневую и травяной зеленый цвет. Также очень жиденько разбавляю. Наношу буквально точечно понемножку краску и вытираю тряпочкой. Ну что, шляпки высохли, теперь буду делать белые точечки с помощью зефирной глины. Она, во-первых, хорошо рвется, как бы создает такой натуралистичный эффект, а во-вторых, она довольно-таки липкая и хорошо прилипает. Но вот тому, что уже было тонировано масляными красками, адгезия оказалась очень, очень плохой. Если первый раз я очень быстро сделала эти на чистую глину белые точечки, то теперь мне пришлось очень-очень сильно помучиться, просто уговаривать эту глину прилепиться к этой шляпке. И в итоге, когда все-таки наконец-таки вроде получилось, вроде все высохло, я провела пальцем, и эти белые точечки благополучно отвалились. Не все, конечно, но очень многие. Поэтому мне пришлось их потом приклеивать на клей ПВА. Так что однозначно я не советую данный способ тонировать шляпку до поклейки этих белых точечек. Пусть лучше затечет эта краска, но они надежно приклеются. В том варианте тонировки, где краска затекла на белые точечки, не знаю, как их правильно назвать, я исправляю это тем, что опять-таки беру зефирную глину и приклеиваю ее к уже ранее приклеенной белой зефирной глине, поэтому она очень хорошо прилипает
и отлично держится. И получилось даже еще красивее, чем было. Так что однозначно, если вы будете делать мухоморчики, я вам рекомендую такой способ. Сначала приклеить белые точечки, а потом уже тонировать. В любой осенний декор прям явно просятся шикарные осенние листья, но, к сожалению, они очень хрупкие и недолговечные. И если хочется сделать такой декор, который радовал бы не один день, то такие листья не подойдут. Поэтому я решила сделать листья тоже из холодного фарфора. Для этого холодный фарфор я не смешиваю с зефирной глиной, а просто крашу в подходящие цвета. У меня охра, зеленый травяной и красный. Для раскатки глины использую вот такую вот пластиковую папку и просто как бы растягиваю глину внутри нее. Придать глине форму листиков можно как с помощью специальных каттеров, так и просто вырезав ножницами. Единственные вайнеры, которые у меня были, это набор листьев для пиона. Я когда-то хотела сделать себе пионы, но так и руки не дошли. В итоге сейчас пригодились эти вайнеры для осенней композиции. Но все же я решила купить себе набор каттеров и вайнеров листьев дуба. Хотела листья клена, но листья клена уж очень дорого стоили, так что подошли листья дуба. К этому вайнеру дуба очень сильно прилипала глина. Я испортила просто много вариантов глины. И для того, чтобы глина не прилипала, я, во-первых, слегка ее подсушивала, очень наносила много талька на вайнер. Из-за того, что я подсушивала глину, из-за талька получалась не сильная фактура, конечно, но зато хоть вынимались целиком из молда. Некоторые листья я вклеивала на проволоку, некоторые не стала делать. В принципе, для венка это не обязательно делать проволоку, можно просто приклеить на термоклей. Листья не обязательно делать однотонными, можно делать их разноцветными. Как вот в этом случае я просто смешала две глины, или даже можно 3 цветов глину смешать, не сильно, и как получится, так и получится. И, конечно, обязательно нужно тонировать. Для этого хорошо подойдет коричневый цвет. Можно смешать с сиеной или с красным цветом, как больше нравится. Обязательно сильно разбавить краску, и чтобы главная краска затекла в фактуру. Это придаст визуально больше фактуры. То есть краска придаст прожилкам больше выразительности. Излишки краски можно вытереть сухой тряпочкой. Вот такие листики у меня получились. Конечно, до идеала очень далеко, но для первого раза, я думаю, неплохо. Что ж, пора приступить к сборке. Основы я сплела из лозы грузинского винограда. Когда мы были в Грузии, Саша решил кардинально обновить виноград, и вот столько вот лозы осталось после этого обновления. Я решила, что не пропадать же такому добру, и сплела несколько основ для венков. Как видите, это все было заполнено ветками винограда, и Саша ничего не оставил практически. Также я буду использовать сухой мох сфагнум. Его еще использую для орхидей. Для этого я заказала на маркетплейсе упаковочку мха. Вот пришел такой вот страшный влажный мох, который, на мой взгляд, совсем не подходит для венка. А вот этот чудесный мох я купила в магазине для цветов. Это был набор для орхидей, но в этом наборе было вот совсем чуть-чуть такого шикарного мха. Буквально это количество из 2 наборов. И еще один вариант мха, единственный, который продается в магазине «Пророст», сады Агурики. Ну, такого же качества, как тот, что я заказала на маркетплейсе. Единственное, что этот был сухой, а тот, что пришел с Wildberries, был прям-таки влажный. Он у меня уже подсох, конечно, но неприятно было получать такой влажный мох. Но, короче, ни тот вообще, на мой взгляд, не годятся для рукоделия. Я не знаю, где-то в черте нашего города растет ли мох сфагнум, но было бы неплохо самостоятельно собрать и насушить необходимое количество и качество мха для творчества. Ну и, конечно, какой осенний декор без шишек? Эти шишки я в прошлом году привезла из Грузии, но вместо того, чтобы нормально их просушить, так и оставила в пакете. Поэтому, конечно, эти шишки не годятся. Но вот только если шишки кипариса, вроде ничего. Поэтому я решила докупить вот такой набор необычных шишек и сухоцветов на маркетплейсе. В набор входит коробочка канатника, шишки амбрового дерева, шишки кипариса, орех меджурский, корень ясеня. Корень ясеня, кстати, для начала я подумала, зачем он мне вообще нужен в этом наборе, но уже, кстати, придумала очень интересную идею на его счет. Также в наборе шишка псевдо какого-то мензиса, даже не знаю, что такое, шишки секвой и плоды платана. А желуди, которые лежат в коробочке, я собрала на своей улице по пути домой. Ну и, конечно, я буду использовать мухоморчики и листики, которые мы с вами уже сегодня сделали.
Такая вот немного неказистая заготовка из виноградных лиан. Мне очень нравятся эти старые уже лианы, с которых вот так вот шелушится, так сказать, кора. И они очень жесткие, конечно, не получилось сплести очень аккуратно, но вот такая вот форма мне даже больше нравится. Первым делом я буду крепить мухоморы. А, Так как я на них заранее сделала проволоку, как видите, двух видов, одна жесткая, одна мягкая. М, И Кстати, это очень удобно, что крепить. И все-таки крепить удобнее мягкую проволоку к венку, чем вот такая вот жесткая. Она прям пришлось приложить усилия. Но когда я лепила грибочки, удобнее держать за жесткую проволоку, чем там, где мягкая проволока, приходилось держать за ножку и как бы портить фактуру этой ножки. А удобнее гораздо, конечно, держать за проволоку. Далее на всю ту часть венка, где будет крепиться декор, я приклеиваю мох. Термоклеем, конечно, это очень удобно с одной стороны, но с другой стороны приходится сражаться с вот этими вот клеевыми нитками. Теперь можно приступать к самому интересному. Выкладывать шишечки, орешки и прочий декор. Я сначала выкладываю просто, примеряю все, а уже потом, когда выберу нужное расположение, приклеиваю на термоклей. Еще у меня есть вот такой вот сухоцвет лагурус или лагурус, не знаю, как правильно, еще его называют зайчий хвостик. У меня он уже много лет, раньше стоял в вазе как букет, а теперь просто вот лежит в пакете, думаю, для чего-то пригодится. И вот не знаю, подойдет он для венка или не очень. Поэтому я решила пока оставить так, утро вечером мудренее, и завтра с утра я решу оставить или нет, что еще добавить, какой декор для венка. С утра я сходила в аллею, там у нас растет красный дуб, собрала там желудей. Как видите, от обычного дуба отличается немного шляпка. Жалко, нет у нас, или я не знаю, где у нас растет канадский дуб. Эти желуди, конечно, намного круче, чем обычные. Приклеивая шляпки на термоклей, тоже добавлю несколько штук к моему венку. Как видите, уже я добавила другие желуди, их не было вчера в декоре, просто потому что перед сном я все-таки поудаляла зайчьи хвостики, добавила красные листики. Изначально мне казалось, что они не подходят к венку, но в итоге я их добавила. А еще я купила две такие ленты. Я очень хотела купить бархатную бирюзовую ленту, но, к сожалению, не было. Так что пришлось купить репсовую ленту и джутовую ленту. Склеивая их между собой, слегка прихватываю термоклеем и делаю бант. К сожалению, мой глазомер очень плохой. Я купила 2 метра джутовой и 1 метр репсовой ленты, но этого оказалось очень мало. Не получилось мне сделать пышный бантик, но мне больше захотелось, чем пышный бантик, сделать вот такие вот длинные свисающие ленточки.
Приклеиваю бант, и мой венок можно считать готовым. Конечно же, я прекрасно себя знаю, что на этом я не остановлюсь, буду смотреть дальше, буду что-то добавлять, исправлять, и, может, что-нибудь еще придумаю интересненькое добавить в венок. Но пока вот так вот он, можно считать, готов. Надеюсь, мое видео было для вас полезно и вдохновит вас на собственные творческие свершения. Пишите свои комментарии, что вы думаете об этом венке, будете ли делать свой венок, или, может, уже сделали. А также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Большое спасибо, что досмотрели до этого момента. До новых встреч!